Приветствую вас на канале Техревизор. В этом рейтинге рассматриваем 6 роутеров в бюджетном сегменте до 3000 рублей, которые можно купить в 2025 году. Я отобрал модели под разные запросы. Например, простой роутер на дачу с минимально необходимыми параметрами, хороший роутер в 2-3-комнатную квартиру с быстрым Wi-Fi 6 или мощный роутер для дома с высокой скоростью и функцией Mesh. В процессе рейтинга будем рассматривать скорость работы, пробиваемость сигнала, набор портов и другие детали вроде MUMAIMA, OFDMA и Beamforming. Обо всем расскажу как можно быстрее и простым языком, чтобы каждый смог выбрать нужный. А чтобы вы могли узнать актуальную стоимость модели из этого рейтинга, я оставлю в описании под видео ссылки на маркетплейсы. Прежде чем продолжить, подпишитесь на канал и нажмите колокольчик, чтобы не пропустить выход новых обзоров и рейтингов. Ну а теперь приступим. На шестом месте рейтинга Digma DWR-AC1201. Для небольшой квартиры с парой смартфонов, ноутбуком и телевизором самое то. Быстро настраивается, работает стабильно, антенны мощные. Это двухдиапазонный роутер, который работает сразу на двух частотах 2,4 и 5 ГГц. То есть на 2,4 ГГц сеть ловит дальше, но скорость медленнее, а 5 ГГц быстрее, но дальность меньше. Устройство поддерживает стандарт Wi-Fi 5, а суммарная максимальная скорость до 1167 Мбит в секунду, то есть 300 Мбит в секунду на 2,4 ГГц и 867 Мбит в секунду на 5 ГГц. Внешних антенн 4, каждая с усилением 6 dBi. Направляются как душе угодно, вверх, вбок, по диагонали. Их достаточно для распространения сигнала в пределах однокомнатной или даже небольшой двухкомнатной квартиры, особенно если не прятать роутер за мебелью или в шкафу. По скорости все адекватно для своего класса. При проводном подключении через WAN и LAN порты можно выжать до 90-95 Мбит в секунду. Почти потолок для домашнего интернета 100 Мбит в секунду. В сети Wi-Fi на частоте 5 ГГц при хорошем сигнале и вблизи от роутера можно рассчитывать на скорость до 94 Мбит в секунду. А вот с 2,4 ГГц скорость заметно ниже, в пределах 50-55 Мбит в секунду, но зато сигнал лучше проходит через препятствия. Из разъемов на задней панели 1 WAN и 3 LAN. Все они ограничены сотней мегабит, поэтому никаких 300 и 800 Мбит в секунду, как указано на коробке, в принципе быть не может. На этом, кстати, маркетологи и ловят людей, так что будьте внимательны. Из дополнительных технологий. Ничего продвинутого вроде MUMAIMA, Beamforming или Mesh тут нет. Все по-простому. Включил, настроил и пользуйся. С другой стороны, благодаря этому интерфейс настройки простой, без нагромождений, подойдет даже тем, кто в первый раз вообще сам роутер настраивает. На пятом месте Xiaomi Router 4A Gigabit Edition. Классика жанра в бюджетном сегменте. Роутер 4A в гигабитной версии. Он тоже сразу в двух диапазонах. 2,4 ГГц с заявленной скоростью до 300 Мбит в секунду и 5 ГГц с заявленной скоростью до 867 Мбит в секунду. Это значит, что даже если к роутеру подключено несколько устройств, ноутбук, смартфон, телевизор, он не начнет задыхаться от потока данных, особенно если часть техники будет сидеть на 2,4 ГГц, а часть на 5 ГГц. Устройство оснащено 4 антеннами. По 2 для каждого диапазона. Антенны несъемные, но их можно наклонять, чтобы направить сигнал в нужную сторону. На ближайшей дистанции скорость через Wi-Fi доходит до 92 Мбит в секунду. Через стену скорость падает незначительно, а вот через 2 стены сигнал уже ощутимо теряется – до 25 Мбит в секунду. То есть для однокомнатной квартиры самое оно, а вот в трешке с бетонными стенами могут быть мертвые зоны. В плане портов все просто. 1 WAN и 2 LAN. Все с максимальной пропускной способностью до 1000 Мбит в секунду. Так что при подключении по кабелю можно выжать максимум из гигабитного тарифа. Из полезных технологий. MUMAIMA, которая позволяет одновременно обслуживать несколько устройств без очереди, то есть для каждого устройства будет выдана максимальная скорость. И также Beamforming, который помогает направить сигнал на подключенные девайсы, а не разбрасывать его во все стороны, где сеть не нужна. Из некритичных минусов роутера. Нет USB, нет креплений на стену, не тянет большие квартиры и слабоват при большой нагрузке. Если у вас вся семья одновременно смотрит 4К с разных устройств, могут быть подвисания. Но для обычной квартиры пара телефонов и ноутбука – это очень вменяемый и доступный вариант. Четвертая строчка топа – Mercusys MR30G.
Он двухдиапазонный, работает на 2,4 и 5 ГГц, и, что особенно приятно, поддерживает технологию Mumaima, Beamforming и даже Mesh. За свои деньги отличный набор функций. У него 4 антенны с усилением 5 dBi, которые можно поворачивать как угодно. Направили в сторону спальни, и Wi-Fi туда дотянется без потерь. Технология Beamforming помогает. Сигнал не распыляется по всей квартире, а летит точно к устройствам. Вместе с Mumaima это значит, что даже если в сети висят телефоны, ТВ, пылесосы, лампочки, все получают свою долю интернета без очереди. По скорости вот как получается. При кабельном подключении роутер выдает чистый гигабит до 940 мегабит в секунду. По Wi-Fi 5 ГГц выходит 400-450 мегабит в секунду. Этого хватит на стримы в 4К, игры, торренты одновременно. По Wi-Fi 2,4 ГГц 50-70 мегабит в секунду. Здесь чуть слабее, особенно если в доме куча умных устройств. Но этого вполне достаточно для беспроблемной работы. По портам ничего интересного. 1 WAN и 2 LAN. Все гигабитные. Для домашних задач хватает. Конечно, если у вас стационарный ПК, ТВ и приставка, понадобится больше интерфейсов. Еще приятная фишка. Создание меш-сети. То есть можно объединить два роутера, поставить их в разные углы дома, и они выдадут единую сеть с усиленным сигналом. Причем не обязательно вторым роутером должен быть Mercosys. Можно и какой-нибудь TP-Link подключить. Тройку лидеров открывает Netis N3. Он работает в двух диапазонах – 2,4 и 5 ГГц, поддерживает стандартный Wi-Fi 5 и способен выдавать суммарную скорость до 300 мегабит в секунду на 2,4 ГГц и до 867 мегабит в секунду на 5 ГГц. Конечно, в реальности все зависит от помех и количества соседей с Wi-Fi. Но, как показали тесты, даже в забитом диапазоне 2,4 ГГц он выдает около 120 мегабит в секунду рядом с роутером и 26 мегабит в секунду в дальней комнате. На 5 ГГц показатели куда бодрее. 453 мегабита в секунду рядом и 322 мегабита в отдалении. Очень достойно получается. Антенн у Netis N3 4 штуки, каждая мощностью 5 dBi. Можно гнуть, крутить, разворачивать под себя. При правильной настройке сигнал добивается даже до дальней комнаты или через пару бетонных стен. Подключение стабильно держится на нескольких устройствах. Ноутбук, смартфоны, телевизор, умные лампы – все это одновременно работает без нареканий. И Mumaima с Beamforming помогают. Из портов у Netis N3 1 WAN и 3 LAN, все гигабитные. Это значит, что проводное подключение спокойно потянет даже высокоскоростной тариф 500 плюс мегабит в секунду. USB-порта тут нет, но для бюджетного сегмента это не критично. Отдельная фишка – поддержка Mesh. Работает Mesh только между роутерами Netis, например, N2 и N3, но это уже дает шанс легко расширить покрытие. При переходе из зоны одного роутера в другую, устройство автоматически подключается к более сильному сигналу. Переключение занимает около 20 секунд. Удобно, если у вас большая квартира или частный дом. В остальном это добротная модель, которая уверенно вытягивает даже активную трехкомнатную квартиру. На втором месте Xiaomi роутер AX1500. За свои 3000 рублей он предлагает Wi-Fi 6, гигабитные порты и 4 антенны, которые не просто торчат для антуража, а реально выдают стабильный сигнал даже через пару бетонных стен. Работает роутер в двух диапазонах – 2,4 и 5 ГГц. В первом скорость доходит до 300 мегабит в секунду, во втором – до 1201 мегабита в секунду, что в сумме дает 1500 мегабит. На практике по Wi-Fi вблизи роутера можно спокойно получить 400-500 мегабит в секунду, а по проводу – до гигабита. Есть 4 всенаправленные антенны. Они выдают уверенное покрытие. Даже в дальней комнате сигнал не рассыпается. В типовой трехкомнатной квартире никаких мертвых зон. Даже в ванной можно спокойно смотреть YouTube. В однушке или в офисе до 50 квадратных метров AX 1500 вообще чувствует себя как лев в вольере. Легко тянет десяток устройств, включая ноуты, смартфоны, смарт-ТВ и умные розетки. Плюсом, само собой, Mumaima и Beamforming. На задней панели есть 4 порта. Любой один можно использовать как WAN, остальные как LAN. Все они гигабитные. USB, правда, не завезли, но за эту цену не критично. Главное, проводное подключение не урезается и можно спокойно раздавать высокоскоростной интернет на стационарное ПК, консоли или IPTV-приставку.
Роутер поддерживает Mesh. Можно объединить несколько AX1500 в единую сеть и покрыть интернетом хоть двухэтажный коттедж. Правда, на старте Mesh доступен только в рамках своей экосистемы, то есть с другими роутерами Xiaomi. Но если вы фанат бренда, отличная возможность собрать Wi-Fi армию. В итоге Xiaomi AX1500 прост в настройке, стабилен в работе и справляется с большинством домашних задач. От онлайн-игр до работы с умным домом. Лидером рейтинга стал Huawei AX2 WS7001V2. Работает AX2 в двух диапазонах 2,4 и 5 ГГц. В первом скорость до 300 мегабит в секунду, во втором до 1201 мегабита в секунду. По факту, например, при подключении к тарифу на 70 мегабит в секунду роутер выдает всю скорость без потерь. Тарифы на 300-500 мегабит в секунду тоже без проблем. Вблизи работает отлично, но в удаленных комнатах скорость может просесть в 2 раза. Тут может помочь поддержка Harmony OS Mesh Plus, с помощью которой можно объединить несколько AX2 в единую бесшовную сеть. Только учитывайте, что при расширении покрытия придется покупать только роутеры с Harmony OS Mesh Plus. Сторонние модели не подойдут. Покрытие заявлено до 90 квадратных метров, но в реальных условиях, особенно в многоквартирных домах с толстыми стенами и множеством соседних сетей, комфортно тянет до 50-70 квадратных метров. Антенн тут 4. Они несъемные, так что при перевозке нужно быть аккуратным, чтобы не сломать. Скорость при подключении по кабелю тоже не подкачала. На корпусе 3 гигабитных порта RJ45. Каждый из них может быть WAN или LAN, в зависимости от того, что воткнете. Теперь к умным фишкам. Поддержка MUMAIMA и Beamforming помогает делить поток данных между несколькими гаджетами и направлять сигнал туда, где он нужен. А благодаря технологии OFDMA роутер не захлебывается, даже если к нему подключен десяток устройств. Работает с каждым по чуть-чуть, но одновременно. В общем, Huawei Wi-Fi AX2 – отличный выбор для квартиры средней площади, особенно если нужно стабильное подключение без станций с бубном. Смотрится стильно, работает стабильно, а по функциям почти не уступает моделям вдвое дороже. На этом мой рейтинг подошел к концу. Стоимость всех моделей рейтинга можно посмотреть по ссылкам, оставленным в описании и закрепленном комментарии. Подписывайтесь на канал, ставьте большие пальцы вверх, а также не забывайте включить уведомления, чтобы первыми узнавать о новых рейтингах и обзорах техники. А с вами была команда канала Техревизор.